Привет, друзья! С вами канал Homestroiker. Как вы думаете, что это? Этот видос будет интересен для тех, кто любит вкуснятину, приготовленную своими руками. Сегодня мы сделаем коптильню, которая также идеально впишется в ландшафтный дизайн участка и будет радовать вас и ваших гостей. Не переключайтесь. Для начала я спланировал конструкцию из брусьев и вагонки, а также нарисовал основные узлы. Закупил материал и приступил к изготовлению. Резать материал удобнее всего торцовочной пилой. Собираю каркас из брусьев 50 на 50. Предварительно засверлив, чтобы не растрескался брус, соединяю на саморезы. Получается такая рамка на ножках. Внутри скручиваю уголками для придания прочности. Эта рамка будет служить каркасом для задней стенки коптильни. Собираю второй каркас, аналогично. Получились вот таких два одинаковых каркаса для передней и задней стенок. В последующем они будут зашиваться вагонкой с двух сторон. Приступаю к зашивке сначала поверхности, которая будет изнутри. Для этого лучше использовать вагонку, не содержащую смолы. Я использовал осиновую и ольховую. Нарезаю торцовочной пилой сразу по 2 доски в размер. Выкладываю на поверхности будущей задней стенки вагонку, вставляя шип в паз, и вырезаю недостающий кусок. Уделяю внимание, как будет стыковаться задняя и передняя стенки с боковыми. Но перед зашивкой вагонкой обязательно сначала изнутри укладываю армированную фольгу, которая будет сохранять тепло, отражая тепловое излучение. Фольга также будет выступать в роли пароизоляции для утеплителя, уложенного внутри стенок коптильни. Раскладываю по внутренней поверхности уже подготовленную вагонку и прикручиваю на саморезы, по 2 в каждую доску. Саморезы взял потоньше, толщиной 3 мм. Так доска не будет раскалываться. Армированную фольгу обрезаю канцелярским ножом. Далее прикручиваю перпендикулярно брусья, которые будут элементом боковых стенок, и соединять заднюю и переднюю стены коптильни. Но сначала подготовлю переднюю стенку. В передней стенке будет дверной проем, который я с помощью брусьев немного уменьшил. В верхней части удобнее будет располагать вешало. Но об этом позже. В переднюю стенку аналогично укладываем фольгу. Для удобства можно зафиксировать степлером. Лишнюю фольгу подрезаю. Окончательно соединяю переднюю стенку с задней. При использовании уголков лучше крепить их изнутри, где будет располагаться утеплитель, потому что при дальнейшей зашивке пола они могут мешать. Продолжаю зашивать изнутри пол, при этом не забываю про фольгу. В нужных местах подрезаю вагонку. Для удобства переворачиваю коптильню вверх тормашками и зашиваю по той же схеме потолок изнутри. Далее прикручиваю внутри вот таким образом вспомогательный брус, к которому будет крепиться внутренняя зашивка уже боковых стенок. При использовании саморезов толщиной более 3,5 мм лучше предварительно засверливаться. Переходим к зашивке снаружи. Для начала проверяю плоскость. Нужно убрать все выступающие элементы, чтобы было плотное прилегание вагонки. Это можно сделать рубанком или болгаркой с грубым диском для зачистки металла.
А здесь пригодилась воздуходувка для вдувания опилок. Укладываю утеплитель из минеральной ваты между брусьями. Чтобы частицы теплоизоляции не вылетали в процессе эксплуатации коптильни, укрою ветрозащитной мембраной. Эта мембрана паропроницаемая. А внутри, напомню, мы использовали фольгу, которая, наоборот, не пропускает пар. Таким образом, в утеплителе не будет накапливаться конденсат. Снаружи я использовал более дешевую сосновую вагонку. Крепил при помощи гвоздей с небольшой шляпкой. В таком случае крепеж не видно, особенно после окраски. Вот такой получился результат. Нижние ножки также зашил. Здесь будет место для хранения, например, топлива и подвесов. Проверяю, все ли прикрутили и ничего ли не забыл. В выступающей части доски подрезал в плоскости с брусьями. Приступаю к зашивке крыши. Креплю все аналогично. Утеплитель, затем мембрана. Крыша у меня будет уникальная, по типу кабриолет. Это значит, что она будет открываться, а внутри пространства можно расположить электрическую часть коптильни. Приступаю к установке так называемых внутренних стропил. Скручиваю 2 бруса длинным саморезом, предварительно засверлив один из них. Основу стропил подрезаю под нужным углом, чтобы они стали на потолок. Аналогично поступаю и со следующими 2 брусами. Прикручиваю стропила саморезом к потолку. Соединяю 2 стропил между собой брусом в верхней части. Сразу зашью фронтоны, начиная от верха дверей. В самих фронтонах утеплитель не нужен. Подрезаю лишнее и смотрю результат. Прежде чем приступить к задней стенке, установлю нагревательный тен. Отрисую и просверлю все нужные для него отверстия. Тен на 1600 Вт, а внутри его будет вращаться вентилятор. Но об этом немного позже. Сделал контур из брусков вокруг вентилятора для тена. Вот теперь можно приступить к окончательной зашивке задней стенки по всем правилам. Зашиваю стенку вместе с фронтоном и подрезаю лишнее. Сделал рамку из брусьев для дверей, по размерам немного меньше проема. Здесь важно проверить, чтобы двери свободно открывались и были зазоры в несколько миллиметров. И только после этого можно приступить к изготовлению дверей. Двери будут внутри также с утеплителем. Окончательно примеряю двери. При этом они свободно открываются.
При необходимости еще не поздно поправить сбоку. Для нижнего этажа также сделал двери, но они уже без утеплителя. Утеплитель там ни к чему. У нас утеплитель уже заложен в дно коптильни. Приступаю к изготовлению верхних стропил аналогично. Брусья соединяю вагонкой пока только в некоторых местах, оставив пространство для удобства монтажа. К поперечному брусу прикрутил сразу петли. Вторая часть петли будет крепиться к потолку. Проверяю результат. Остается установить газовые подъемные механизмы. Результатом доволен, открывается легко и фиксируется в открытом положении. Осталось зашить окончательно крышу, а также переднюю часть. Коптильня почти готова к окрасочным работам. По поводу газлифтов вышла неприятность. Сначала установил с надписью на 100 ньютонов. Но когда полностью собрал крышу на холоде, они перестали держать. Пришлось установить на 250 ньютонов, так как крыша тяжелая. Примеряю, подойдут ли петли. Вставляю клинья в двери и прикручиваю на саморезы петли. Перед окраской их, конечно, лучше открутить. После полной окраски осталось накрыть крышу гибкой черепицей. В следующем ролике посмотрим, что будет внутри нашей коптильни. Друзья, подписывайтесь на канал и нажмите колокольчик. Только так сможете увидеть в следующий раз много вкусного, а может даже и попробовать. Ребят, ставьте лайки, ребята, смотрите, как это сделано.